Вот расскажите, а откуда вы взялись в этой прекрасной стране? Это тоже интересный такой момент. 3 года назад, даже чуть больше, 21 год. 21 год, он был такой очень интересный. Ну, сейчас очень модное слово есть, квантовые переходы, все, пусть будет так. И в этот год я услышала одну очень интересную вещь. Прямо в начале, где-то в январе 21 года, что если вас потянет куда-то пойти или поехать, осуществите. И вот однажды я просыпаюсь прям с четким ощущением, что нужно ехать. Куда? Зачем? Что? Я поняла, что все. Здесь, ну, я все сделала, все, что могла, да. Сын взрослый, у него отношения, мама у нее, младшая моя сестра, да, все под присмотром. Я поняла, что я свободна. Вот. И начала думать. И вот я начала перебирать. И, кстати, вот благодаря Галине, которая участвует у вас, да, мы с ней познакомились в 2018 году. И это было так интересно. Там или тут? Где Здесь. Я впервые посетила Египет так, своим ходом. Я первый раз была в Египте, как-то, ну, я слышала о нем, знала, да, но он не интересовал меня вообще никак. Я Европа везде. Вот. И я пригласила свою клиентку, говорю, после тренинга, говорю, хочешь, я собираюсь в Египет? Она говорит, да. И мы с ней прилетели. Когда я увидела первый раз, был шок, конечно. Мы поздно вечером прилетели. Разруха какая-то, какие-то недострои. Я же не знаю, думаю, как будто что-то произошло здесь. Вот. Я думаю, боже мой, мне самой как-то жутко. Еще, думаю, приятельницу свою, эту клиентку привезла. Думаю, ну, прелесть. Вот. Но Египет, он реально, и в него либо влюбляешься сразу, как-то вот, это объяснить трудно. И если ты не видишь вот грязь, та, которая есть, да, ну где ее нет, да, то ты живешь абсолютно по-другому. Тут климат, ну что уж говорить, еда у них еще пока хорошая, да, вот. И познакомились мы с Галей. У меня есть одна способность, я встречаю очень интересных людей, на самом деле, в жизни, и информация ко мне приходит. И вот за, сколько мы, 20 дней здесь были, отдыхали, да, квартиру сняли, все. Я говорю, как мы это сделали, я вообще понятия даже не имею. И мне понравился Египет, и Галина отношение к нему очень прям такое вот, тут так хорошо, тут так здорово. Вот. И когда в 2021 году я поняла, что мне куда-то надо ехать, я вообще человек оседлый. И у меня нет странствий, путешествий. Я путешествую, но я потом не болею. Вот. И я давай перебирать, куда. Европа не потяну. Тогда по деньгам прям, ну, невозможно было. Турция так себе, я не очень люблю. Думаю, почему бы не в Египет не... Вот, и все. И вот таким вот образом за 4 месяца я собрала все документы. Я с кошкой же, у нее документы, и там просто огромное такое чипирование и так далее. Вот, и просто собралась и уехала. Супер. Вот, и все. Как это при оседлости, я не понимала как, но это было очень легко. Легко, да? Значит, да, такое да. время пришло. Именно время. И вот тогда нужно было слушать прям себя, и я тогда услышала, прям думаю, да, почему бы и да. Отлично. Вот и все. Вот таким вот образом я здесь оказалась. И как раз перед вылетом я 1 марта прилетела 22 года, и как раз освобождается квартира. Хорошая, такая большая, там 100 квадратов. И мы заезжаем с кошкой. С кошкой? Да. Вот, это классно было. Сколько платите за квартиру? Ой, что-то меньше... Почти $100, меньше $100. Мало? Да. Вот. Просто это редкий случай сейчас. Вот в Египте это редкость. Вот. Почти $100. Поэтому вот. Да, ну отлично. А вот с какими вопросами в данный момент люди
обращаются к вам? В основном взаимоотношения, деньги, тревожность еще. Вот основные направления, да, это начать жить с радостью, да, смотреть на мир, смотреть максимально позитивно, с любовью. Да, потому что мы, когда с любовью смотрим на мир, нам самим хорошо. Да. Вот, это как будто тебя вот весь мир обнимает. Вот. И отношения, потому что люди потеряли коммуникацию. Вот настолько потерялись, мы не можем разговаривать, мы не можем выяснять отношения, мы не можем друг другу объяснить, что я так не хочу или мне больно. Вот. И это ведет... Нам кажется, что мы сохраняем отношения, но, увы, это разрушает отношения. Когда люди не говорят всей правды, что они чувствуют, вот в данный момент с человеком. Вот. И деньги. Люди потерялись с деньгами. Такие прогибы у людей по бизнесу. Да? Я бизнес консультирую. Поэтому это тоже такие интересные вещи, когда люди ввязываются в какой-то бизнес, не просчитывая, и мы потом начинаем это все заново просчитывать. Поэтому, вот как-то так. Вот основные, наверное, 3 кита. Я очень редко работаю с детьми. Вот это как-то не мое направление, а я больше со взрослыми, да. Я диплом, когда защищала еще в институте, я была единственная, кто защищал диплом по любви. Про любовь, да. Кстати, хочу сказать, что вот это самое важное мое направление, да, это вдохновить людей на то, что они классные, огромный потенциал имеют, да, и про любовь, смотреть через любовь на жизнь. И когда я защищала диплом, это было давно, я почти 20 лет в профессии, вот, и информации про любовь, как жить в любви. Ее мизер был. Да вы что? Про травмы, про то, какая боль, как с этими травмами справляться. Это море. Про зависимости, а про любовь. Вот. И кое-как его тогда. Но я не отступила. Очень интересно. Потому что вот я жила в России 19 лет, и там на каждом шагу лечим от наркозависимости, лечим от алкоголизма. Вот. Так а почему нет? Мы вас учим, как создать любовь, как быть здоровым. То есть вот именно... Потому что на этом больше зарабатывается. Да. И... То же самое про открытость. Вот вы согласны, что, допустим, если я скажу, Елена, вот этот момент, пожалуйста, не трогаем, потому что мне больно. Сознательный человек нормальный, он скажет, да, я понял, все. Прости. Да. Он скажет прости. Да. А человек нарушенный, нарциссичные люди, они именно будут использовать эти моменты. То есть вот так можно вот и выявить, кто перед тобой, правильно? Здесь очень интересно. Нарциссическая личность – это вообще очень интересный такой момент. Мы все нарциссы, абсолютно все. Да, у нас есть этот, потому что мы проходим же нарциссический слой, да. Это момент рождения, это момент, когда весь мир для меня, мама для меня, все для меня, да. И если здесь нарушено, то у человека оказывается вот такая дыра внутри, и заполнить ее практически невозможно. Вот так. Но с нарциссами тоже можно работать, можно заполнять этот слой. Это потребность. И нарцисс очень сильно защищаться начинает, потому что там боль невыносимая. Вот. И они делают и больно другим. Это защитные механизмы. Если нарцисс действительно осознает, что что-то не так, он может идти. Но, как правило, нарциссы к нам обращаются, когда они рассыпались, когда их бросили, когда что-то пошло не так. Нарциссический коллапс, да? Как вот это коллапс, да. Коллапс. Вот. И они тогда обращаются. Но у них очень великолепная особенность. Они воспользуются, они сделают в жизни, чуть-чуть оперяются и
обесценивают. Вот. Самого же психолога, да? Да. Вот я слышала об этом. Да. То есть они все равно должны быть на высоте. Конечно, а иначе никак. И вот с нарциссом, да, его потихоньку вот эта дыра закрывается, и вот тогда он может выйти. Но осознанных нарциссов маловато. Маловато. Вот. Да, кто хочет жить в этом, ну, скажем, да, что ж ты будешь делать? Там. Все, мухи оживились. Мухи, ага. Вот. Кто хочет в контроле в этом жить, да. И, как правило, нарцисс, очень много у меня было клиентов, кто с нарциссами жил. Я сама из семьи, у меня мама нарцисс, такой прям махровый, вот. Поэтому я об этом манипулятор, и я об этом очень много знаю. И мне пришлось, ну, скажем так, туговато выходить из этого, чтобы закрыть все эти травмы. Это, ну, я работаю постоянно с собой. Вот. Но в этом есть уже такое удовольствие. Сначала было больно, а сейчас уже это удовольствие. Потому что каждый раз, закрывая какую-то потребность, ты встаешь на другую ступень, еще и растешь. Вот. И уже тебя больше не тревожат какие-то ситуации, ты живешь своей жизнью. Вот я хочу сказать, что мне 59, и я на пенсии, потому что у меня сын был на инвалидности в свое время, и на пенсию я чуть раньше вышла. Вот. И жизнь после 50, она должна быть, на нее нужно обратить внимание. Здесь разные ситуации. Когда женщина живет она на себя смотрит мужскими глазами через мужское восприятие, да, это совершенно другое. Когда после 50 тело начинает меняться, да, мы начинаем меняться, то что происходит? Боль, невыносимая боль, страдания. И женщина, она просто, ну, растекается, да, вот в этом. Это больно. Но есть другая жизнь. Это такая, так называется, не люблю использовать такие термины, да, но сепарация, как бы последняя сепарация с социумом. Когда мы начинаем независимо от социума, независимо от чужого мнения. Я же веду блог в Нельзяграме, вот. И хейтеры, я люблю хейтеров. На самом деле, потому что, ну, за этим кроется большая боль. И я разговариваю с ними, я отвечаю, я понимаю, что за ними, но меня это не ранит, меня это, ну, не касается. Вот. Потому что, когда человек что-то пишет, значит, у него безумная боль. Вот так. И вот главная наша задача, пожалуй, женская, да, это уже после 50 начинать наслаждаться, никому ничего не доказывать, ни с кем не спорить, просто жить жизнь. Да. И вот я еще хочу сказать, что я буквально недавно, я редко читаю книги, редко, ну, потому что очень много обучения идет, очень много информационной вот такой атаки со всех сторон, и до книг уже не добираешься, потому что профессиональной литературы много. Вот. И есть книга прям, вот рекомендую заглянуть. Я авторов никогда не помню, да и ни к чему. Название запоминаю. «Записки Баламута». Ребят, да? Это потрясающе. Онлайн, я так понимаю? Да, есть аудиокнига, есть, что можно просто прям полистать, почитать, можно купить. Так вот, это как будто бы записки дьявола к своему ученику. Как влиять на людей. Ребят, ты читаешь, понимаешь, что ты в жизни, ну, ежедневно на что-то покупаешься. Это потрясающе. Она меня просто удивила. Прям, если будет время, прям почитать. Шикарно. Да. «Записки Баламута». Дорогие подписчики, запишите себе в блокнотик. Это точно. Потому что ты начинаешь видеть, как будто тебе кто-то что-то подсовывает. Как ты совершаешь каждый день вот эти сделки с самим собой. Интересная книга. Она прям меня... Надо же. Угу. А что вас вот вдохновляет?
Вдохновляет? Боже мой, результаты моих клиентов. Да? Вообще, Шикарно, шикарно. вообще вдохновляет меня жизнь, погода, солнце, природа. Вот у меня сейчас очень холодно в квартире, очень холодно. Квартира большая, и она не успевает нагреваться. Вот. И для меня вот это очень тяжело, потому что я работаю онлайн постоянно. Вот. И постоянно на телефоне, постоянно на связи, да, вот, и холодно было очень. А сейчас я выхожу, думаю, боже мой, как же хорошо жить-то, Да. вот, когда тепло, когда солнце, когда радуешься. Вот, меня радует абсолютно все. Ну, как может это не радовать? Но это тоже работа. Это работа. Елена, мы живем в такое время, когда очень много потерь сейчас. Вот как человеку справляться с этим, чтобы прожить это, выздороветь? В любом случае, да, горевание должно быть. И оно идет несколько стадий, по-моему, 5 их стадий. Первое – это прям такое горе потери, да, вот прям проживать, плакать. И вот вообще потом это сменяется злостью, гнев безумный, да, а потом торговля. То есть, если бы я могла, если бы я что-то сделала, если бы или так далее. Вот. И если бы не они, то есть это торговля, да, и все имеет место быть. Главный момент – это ни в коем случае не подавлять эмоции. Потому что, подавив эмоции, можно в этом застрять. То есть люди иногда в горевании застревают десятками лет, десятками. Они забывают про свою жизнь, они уходят кто-то в месть, кто-то в злость, кто-то в претензии к миру и так далее, да? Но они перестают жить. Они перестают жить. Я говорю, что всегда нужно вспомнить самые счастливые моменты жизни. Вот самые, которые вдохновляли, где можно вспомнить аромат, погоду, людей. Может быть, и никого не было, может быть, одна природа была, да? И вот вспомнить вот то состояние, окунаться в него, и только оно вытащит. Из горевания человека может вытащить только он сам, то есть его желание. Его желание, да? То есть позволить себе проживать все эти эмоции. Обязательно. А потом уже наступает фаза принятия, да? Там депрессия, принятие, да? Да. Согласие, когда мы уже соглашаемся с тем, что да, так есть. Как вот отпустить человека? То есть я имею в виду не смерть, а просто отпустить человека с благодарностью, с любовью. Это возможно? Безусловно. Но есть один момент, да, это вот сейчас мы когда говорили, есть важно, как я живу, да. Я живу, когда у меня есть потребность в любви, да, и мне очень хочется, чтобы меня любили, да, это вот тоже это нехватка. Это вот та потребность, которая не закрыта. И человек ищет, дай мне вот эту любовь, да, и это вот тот голод, с которым мы идем в отношения. И тогда мы не можем отпустить, потому что именно этот человек делает меня счастливой, да? Вот. Именно этот человек может дать мне то, чего мне так не хватало. Чушь. Не бывает этого. Бывает только автономность внутренняя, когда я могу и с ним, и без него. Да. Тогда женщина может, и мужчина тоже, выдерживать любые абсолютно ситуации. То есть вот она главная зацепка, когда человек не наполнен, вот уже абьюзер и ждет, да? Да. Как правило, абьюзивные отношения, они складываются из того, что женщина в потребности, она хочет, чтобы мужчина телесное удовольствие доставил, да? Чтобы, скажем, забота проявил, да, очень хочется вот этих отношений с папой, да, я тебя люблю, я тебя защищу и так далее. Внутри пусто. Нет. Я хочу сказать, что
Родители влияют очень сильно на ребенка и впоследствии взрослых людей. И у нас есть внутренний мир. Мы смотрим на тех, кто нас окружает, на родителей, берем с них пример или, значит, что-то, допустим, их поведение, их линию поведения, да, мы просто принимаем это и как бы берем за основу. Вот. Но к 21 году примерно у нас должно сформироваться внутреннее ощущение, да, что у родителей есть, родители любят, родители ждали, родители защищали и так далее. Вот когда внутри это есть, тогда женщина автономна, она не зависит, она тогда партнерство создает. Не дочка и папа, да, дай мне не хватило, да люби меня. Нет. А именно вот создается партнерство. Я свободна, ты свободен. И ничего общего нет, что налево, направо уйти и оставаться в паре. Нет, выбор это другое. Это когда не хочется другого человека. Хочется быть с этим, развиваться, делиться чем-то. Вот так. Ну вот если для меня важно, чтобы мужчина был похож качествами на папу, это нормально? Это берется качество, да, но здесь пока очень говорить, ну как сказать, есть шаблон, да, такой. Идти в отношения можно только договариваясь. Когда у нас есть автономность, когда у нас есть ценность внутренняя, мы можем с человеком договариваться, что для меня вот это важно. Для меня всегда важно, если у мужчины есть для меня время. Если у мужчины нет времени, да, когда мужчина говорит, ты знаешь, я так всегда занята, я говорю, все, спасибо. Ну нет. Для меня ценность – это время друг другу его подарить. Потому что я уже говорила, да, мне 59, ну, сколько времени осталось, да, и мы не знаем, сколько проживем. И ведь важно, чтобы мы получали в отношениях то, что хотим, и давали. То есть не были просто потребителями, а чтобы можно было дать человеку тоже взамен. Поэтому партнерство, равноценность. Вот так. Да, кстати, про женскую дружбу. Да. Женская дружба, она вообще очень... Я из тех людей, с кем дружить нелегко. Но я из тех людей, если мне человек дорог, то я очень верная. Вот. И у меня есть одна поговорка такая. Свои, они всегда правы. Вот. Свои, да? Свои, они всегда правы. И есть анекдот такой. Встречаются два грузина, и один другому говорит, слушай, Гоги, а вот представь, что на тебя в лесу напал медведь. Он говорит, что бы ты сделал? Тот говорит, я бы его кинжалом зарезал. Говорит, ну, а нет у тебя кинжала. Говорит, как так? Джигит без кинжала. А вот такой джигит. Он говорит, хорошо, я на дерево залез. Говорим, а вот нет дерева. Как так? Лес и без нет дерева. А вот такой лес. Он говорит, слушай, Кацо, а ты чей друг, мой или медведя? Нет. Вот это вот самое важное, да? Я всегда своим друзьям говорю, что я твой друг, а не медведя. Да, да, вот это правило. Да. То есть вот вопрос созрел. Но не все люди же способны на дружбу. Нет, не все. Какой процент? Вот, скажем, женщин. То есть это именно должна быть такая духовная женщина с глубиной, правильно? Есть, здесь тоже это, если смотреть на возраст, какой возраст. Если вспомнить, мы же в подростковом возрасте, мы друг за другом заходили, да, и шли в магазин за сахаром, грубо, или там за молоком. Мне проще было зайти через 3 подъезда за подружкой, да, чтобы взять ее и прийти, и пойти вместе. Да? Это вот такая была сцепка. Это дружба. Это когда мы учились, вот этот сиблинговый слой, мы учились выстраивать коммуникацию.
Вот. Со временем мы взрослеем, и уже мы объединяемся по интересам. И вот есть интерес, допустим, мы с Галей, мы можем прогуляться, нам важно это, да, вечером прогуляться, и не важно, у нас вектора нет. Для нас это очень хорошо. И поболтать, и посмеяться. Нам смешно. Вот. И почему бы и да. Да? Есть другая подруга, да, мне она близко к сердцу. Мы с ней прилетели, вот, она с Харькова, вот, и мы вместе буквально прилетели, я первого, она третьего. Тоже очень близкий мне человек. Мы встречаемся раз в неделю, она замужем, и нам достаточно. Вот, это кайфово. Поэтому нет зависимости. Поговори со мной, поболтай со мной. Когда вот это есть автономность у женщины, да, мы принадлежим себе. Мы можем говорить, мы можем разговаривать, мы можем рассуждать. Вот я могу, мне так здорово самой. Я могу сама прийти в ресторан, я могу прийти в кино. Мне не важно. Вот. Да, если собеседник хороший, почему бы и нет, да? Или почему бы и да. А так, значит, есть какая-то вот потребность. У нас у всех возникает потребность, так или иначе, да, в какой-то момент, может быть, просто поддержка. Да, такая нужна, хочется. И в этот момент, как-то вот тепло становится с человеком, который близок к тебе, который тебя понимает, с кем ты на одной волне. Вот это вот важно. Женская дружба, она разная. Вот. Да, и есть кто не дружит, есть кто дружит. Вот. Но я всегда говорю, что если для меня человек с моим становится, я буду предана. У меня такой. И мои всегда... То есть я становлюсь их другом, а не медведя. Да, вот да. Для меня это важно. Но согласна. Поэтому... Я всегда считаю, что друг, если вы любите человека, вы защитите его честь, даже если нет ее рядышком. Да. То есть, а не наоборот. Там, да. Это да. Кстати, вы заказываете еду или готовите себе? Ой, по-разному бывает. У меня же хобби, работа. Хобби, да? Да, это... У меня хобби. Да, это и хобби, и уже, я же говорю, скоро 20 лет, через, почти год. 20 лет, как я в этой профессии. И она уже стала такой... Меня вдохновляет, когда я быстро распутываю какие-то истории, когда между людьми нет коммуникации. Это так здорово. Вот, поэтому готовлю я не всегда. Вот, я стараюсь, я очень просто питаюсь. Нет у меня такого, да, я могу что-нибудь там изысканное, хотя люблю, просто очень. Просто, да. Мне один раз позвонила подруга, говорит: Виктория, ты представляешь, я вот сижу на кухне, пью чай, а у меня куча вещей в ванной. 3 дня вот так вот уже. В общем, оно меня ждет, а я не могу. Я говорю: ты знаешь, говорю, Инна, моя подруга из Москвы, я говорю, вот у меня посуда уже 2-й день на меня смотрит гора, а я на нее смотрю. А у меня такой творческий процесс интересный. Я думаю, почему я должна тебя мыть, трогать эту тряпку какую-то странную. Я такой интересный блогер, у меня такие высокие мысли сейчас в голове. И я говорю, вот я тоже на таком вот этапе. И мы так посмеялись. Она говорит: но я не одна. Вы заговорили про творчество. Но мы же не упускаем деньги, да? Да. Сколько я могу за это время заработать? И посуда, да? Вопрос в другом. Когда я жила в России, да, у меня всегда была помощница, всегда, потому что для меня вот этот творческий процесс, когда я распутываю запутанные отношения, это прям вот оно поглощает полностью, да, для того, чтобы выйти, да, с наименьшими потерями. Вот я очень многим помогала
при разводе. Когда развод, когда очень женщина на грани того, что ее просто как шкурку выкинут. Вот, и в этот момент ты просто в голове такие генерируешь вот эти все шаги, процессы коммуникации друг с другом, чтобы они могли как-то договориться. Вот, поэтому не до посуды. Да, Честно, да, да. я тоже вот с посудой не дружу. Вот и я Здесь говорю. посудомойки нет у меня. Да, да. Вот мы, может быть, в эти моменты создаем шикарные идеи, гениальные, правда? А тут посуда какая-то приземляет нас. Вообще, это что? Да. Вот видите, подписчики, сколько вы уже всего много знаете обо мне. Вот. Ой. Это на самом деле, но если смотреть глубже, да, то мы ушли, как женщины, да, мы ушли немножечко от своей сути, да, ушли в творческий процесс, да, это голова. Голову, да. Вот, да. А женское заземление. Есть способ, я им пользуюсь. Есть у меня, допустим, что-то, чего я хочу достичь. Но я зато в тот день пол помыла руками. О, вот. Руками. Вот. Тряпочкой, вот так вот, тут же надо хорошо вымывать. Вот. Есть способ. Просто берете какую-то цель, которая вам не дается, или что-то вам мешает, и вот с этой мыслью вымываете все, что вам какие-то препятствия. Вот. Работает только так. Супер. Вот так, да. Слушайте, вот говорят, что если там вы хотите перейти на какой-то новый уровень, нужно что-то из дома выбросить, очистить. Да. В общем, да, это так работает, да? Да. От чего-то я избавиться. Когда тренинги вела, вот есть финансовые именно по раскрытию финансов, да, по увеличению, да, и там первое, самое важное, да, это прям выкинуть. Вы не представляете, сколько мы хлама копим. Ну, это просто. Ну, загляните в наши телефоны. Ну, это же вообще уму непостижимо. Да, идем же, щелкаем все, что не попадя, да. Скрины делаем, друг другу какие-то картинки. Там просто хлам. Да. Если вы считаете, что нечего выкинуть, почистите телефон. Точно. И это можно делать вот на убывающую луну каждый раз. Да? Да. Итак, когда у нас убывающая луна? А вот все, у нас сегодня, по-моему, полнолуние же. Полнолуние Да. через месяц, да? Нет. И дальше уходит на убывание. Точно. А вот и все, и начинайте с завтрашнего дня чистить. Ой, боже мой. По чуть-чуть. Вот, и все, и, как говорится, ваше дело правое. Да? Да. Сколько мы проболтали? 13-11, да? 11 минут, сейчас 2-го, у меня в 2 часа встречи, обучение. Да? Да? Обучение началось. Как? Это ж по Москве. Господи, боже ты мой. Обучение началось. Да вы что? Это вы мне немножко неправильно сказали. Я путаюсь, потому что у нас Это что, вас надо отпускать, да? Да. Это вы тут будете проходить обучение? Сейчас я наушники вставлю и буквально домой смысла нет идти. Буду так прослушивать. Я это потом сколько? Переслушаю. Это часа 2, наверное. Да вы что, да? Так, дорогие подписчики, мы прощаемся с этой прекрасной женщиной на какой-то период. Вот, вы там ей приготовьте вопросы, ей и мне. Вот, вот как-то так, да? Да, готовьте, я вам отвечу. Любые вопросы задавайте. Можно про свою жизнь, про отношения, можно все, что вас волнует, тревожит. Пишите. И неважно, какой вопрос. Иногда мы избегаем некоторых вопросов. Но если вас это волнует, значит, вам нужен какой-то ответ. Вот. Мухи тут у нас, да? Да. Оживились. В общем, подписывайтесь, делитесь с друзьями, и да будет вам счастье. Пока. Да. Пока. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying